Настало время промежуточного этапа. Я тут насобирал кучу хлама. Одной такой вещью является вот этот распрессованный коленвал с советского мотоцикла «Восход». Щеки, по крайней мере, вместе с этим валом вряд ли удастся использовать. А вот шатун, возможно, даже с подшипником игольчатым, нижним, выглядит здесь вполне неплохо. Основной задачей данного этапа является разработка вот этого блока. Готовая такая вот петля по ширине, к сожалению, меньше, чем нужно. И вряд ли она сюда подойдет. Но делать нужно примерно такое же. Пока что куча мыслей ввиду использования всяческих блоков сюда, таких как вот этот обрезок. Либо так, либо вот так, либо сделать что-нибудь из кругляка. Также есть вариант использования вот такого блока, вставленного внутрь, но при этом, скорее всего, придется будет удалять вот эту часть, что ослабит конструкцию. И это, скажем так, запасной вариант. Но и без него вариантов довольно много. Вот какой именно я выберу, вы узнаете чуть позже. Когда пытаешься придумать простые с виду вещи, даже пусть вот такие, чем больше замеров и расчетов предварительных, тем меньше проблем появляется в процессе. Вот, например, в данном случае можно определить, что будет очень неудобно демонтировать головку штатным ключом, так как не хватает расстояния. Но если утопить головки болтов, как это сделано на внутренних болтах с обратной стороны, то сюда ключ уже вполне войдет, стандартный. То есть придется будет доработать этот крепеж. В данном случае, конечно, еще есть вариант удалить вот эти вот боковины, которые не будут участвовать в процессе. Нужна-то будет только сердцевина. И то вот эта часть, скорее всего, тоже будет подлежать удалению. Ну, либо нужно будет как-то ее обыгрывать. Но я пока этого делать не хочу, поэтому мне проще профрезеровать отверстие. Используя готовые детали от советских станков, всегда нужно быть начеку. Вот так, казалось бы, полностью симметричная деталь оказывается несимметричная.
ВГ без конуса Морзе не имеет смысла. Ну давайте вставьте свой конус Морзе вот в такое пространство. А вот и не угадал. Получилось плотнее, чем хотелось бы, поэтому немного додавлю на прессе. Имеющихся резцов для расточной головки по длине этой детали недостаточно, поэтому в ход идет все, что попадает под руку. Ну, в данном случае такая фреза. Тем более, что материал все равно капролон. Ничего страшного. Поначалу даже удивился, но это именно снятая стружка при росточке. Поверхность там получилась отличная, поэтому не буду заморачиваться с размером. По размеру буду подгонять вал. Около получаса установки и 5 минут работы. Такова реальность. Ну, правда, с этой же установки сейчас нужно будет присверливать этот блок.